Практика употребления более 3000 лет. Мы решили на всякий случай закрыть двери на замочек. Хостел, кстати, был отличный в плане есть вода. Ну, движение такое, что нужно поджать тазовое дно моря. Ура! Очень холодно, но невероятно красиво. Вообще просто нет слов. Просто живут эту жизнь. Мы ищем кислород. Ей прям не очень хорошо. Ну что, друзья, мы в Лиме. Ко мне присоединилась Ира. В отеле отдыхает Роман с Викторией. Сейчас где-то 7 утра. Мы решили прогуляться по утренней Лиме. Кстати, в Лиме лето. Нет, еще пока весна. Но такая пасмурная. И сегодня наш первый день путешествия. Сейчас мы позавтракаем, арендуем машину. Я заброшу лишний хлам, ну не хлам, а вещи в арендованную кладовку. И мы отправимся в Уарас. Это горный район на севере Перу. Ну, точнее, не на севере, но севернее. И сегодня по плану ехать весь день. И где-то к вечеру добраться в район Чавин-де-Уантар и там заночевать. Чавин — это археологический сайт, место археологических раскопок, где находится храм, один из самых древних в Перу. Но чем он примечателен и почему он интересен для меня, потому что именно в этом чавинском храме практиковали сантра. Напомню, это растение силы, и это кактус. И его уже практиковали где-то за 1000 лет до нашей эры. То есть итого практика употребления более 3000 лет. Ну, и если все будет по плану, то завтра мы посмотрим на этот сайт, так, перебегаем. И ура! Народ бегает, прыгает, катается на великах. Лима еще не очень шумит. Ой, мои любимые серферы! Это один из популярных в Лиме серферских спотов. Пытаюсь вспомнить, как он называется, но не могу. И это тоже один из популярных. А мы идем выпить чашечку утреннего кофе. Buenos días. Окей. Через 15-20 минут откроется. Не хотят работать. Нет, вчера открыли все. Ну да, вчера были девочки. А сегодня мальчики. Хочешь попробовать? Нет. Я представляю, насколько это сладко. То есть правильно понимаю, что это они берут вот эти Ферреро Роше, еще заливают Похоже. карамелью. Все это потом приплюснут. Но они сладкоежки. Очень сладко. Очень. Вчера взяла вот такой брауни, но просто будет брауни. Посыпали таким слоем пудры. Сверху еще много-много карамели.
Это чтобы тебе Очень сладко. вкусно было. Очень сладко. Medium. Ира только что на меня посмотрела и говорит, ты выглядишь очень хорошо, гораздо лучше. гораздо лучше, это в смысле по сравнению с тем, как я выглядела до ретрита. А я говорю, что так я и чувствую себя гораздо лучше после ретрита. И я смотрю на свое лицо и сильно лучше, все сильно лучше. И что я понимаю, что я хочу продолжать выглядеть хорошо и чувствовать себя хорошо. И это является основным приоритетом. А все остальное это херня собачья. Поэтому на правах рекламы, если хочешь помолодеть, как внутренне, так и внешне, go со мной на ретрит. Вот, я еще и решила чаще ездить. Я почувствовала, что это дает огромный ресурс, кроме того, что я чувствую себя великолепно, выгляжу лучше. Это дает ресурс, дает фокус. Короче, безумное количество плюшек. И для себя я решила минимум раз в год, где бы я ни была, в какой точке планеты я не буду находиться, или буду находиться, я должна, прям вот должна отвезти себя в Перу, в джунгли, деньков на 8-9. Это must, это база. А я жила целый год вот в этом стареньком маленьком доме. Не знаю, видно ли отсюда, но от него было очень близко на пляж. Мы сейчас идем практически по променаду, ну или идем по променаду, и до пляжа спуститься 5 минут. Что я вам скажу, очень стрессовое вождение в Перу. Все друг друга подрезают, обгоняют, нарушают, двойная сплошная, не двойная, вообще по херу мороз. На часах 3 мы только пытаемся выехать из Лимы вместо запланированных 11. Почему так? Ну, пока скупились, Отдыхаем. пока поели. Говорит капитан корабля. Говорит капитан корабля. Потому что мы отдыхаем. Хватит напрягаться. Хватит. Только. Ой, а я напряглась из-за того, что мы до сих пор в Лиме. У меня такая очень высокая чувствительность сейчас после церемонии. И мне прям вот как меня сжимает и очень громко, очень так как давит. Ну вот сейчас мы красиво стоим в пробке. Я думаю, сколько? Если повезет, то через час мы выедем из Лимы. Потому что пробки здесь жуть. Ну и движение такое, что нужно поджать тазовое дно. Сделать мулабанку. Да, сделать мулабандху. Ну, желательно расслабить нервную систему. И при этом как-то пробираться вперед, подрезая, не давая другим как бы тебя подрезать. И так вот просто как ледокол движешься в пробках. Ну смотри, да, На выезд. двигаться-то некуда. Вот, Рома говорит, даже двигаться некуда. Вот, опиранился, да? Да, он Здесь просто все сигналят, так типа фа-фа-фа-фа, с поводом, без повода, вот они так. Вот так.
Да, сейчас покажу эту пробку. Ну так просто все стоит и все. В принципе, светофор значение не особо имеет. Едут по встречной, куда угодно едут. По встречной едут, по невстречной. Видишь, нет? Какой еще? Вот так приблизительно вот так все едут в блок. Давайте, малыша, встанем. Нам туда надо. Да, да. Здесь красный. Сейчас красный горит. Мне так кажется. Красный справа на виду. Молодец. Как эмоции. Эти девочки переживают больше, чем водители. Продолжаем продвигаться. Не быстро, но все-таки движемся. Такой странный район трущоб. Мы решили на всякий случай закрыть двери на замочек. Ну, окна я тоже прикрыла со своей стороны. Это ты, парень рисковый. Да, я мы проезжали, это видела. Тут стоят группа вооруженных ребят. Просто отдыхают. Просто стоят, отдыхают, наблюдают. Прикинь, да? Как интересно. Автоматы Нет, Туман, это же зона де Нублина или как-то так, помнишь? Да. Да. Да? Это пустыня. Вообще Лима тоже находится в пустыне, просто как бы, ну там все-таки немножко особый климат, я не знаю, за счет чего он. Я читала, что там нет дождей, это время очень засушливое. Да. Есть туман, но нет дождей. Да. А вот мы сейчас будем пересекать. У нас будет перевал, да? Какой-то сейчас нам идет переезд, после которого начнется как будто бы другой климат. Немножечко. Ну, есть такое, да. Мы достигнем сейчас какой-то высоты где-то. Даже любопытно будет пронаблюдать этот момент. И тут живут другие. Да. Вот это они как пойдем. Будет какие-то есть магазинчики. У них нет кинотеатров, у них нет театров и еще чего-то. Молов, Молов, променадов. набережных. Засушливая жизнь. Это Маликон. А что это за озеро? Да, это океан. Это океан? Это не озеро, это океан. Слушай, как так может быть океан и такая засушливость совсем рядом? Стоит ли закрыть окна или нет? Прямо. Аутентичность. Запах аутентичности. Так пахнет аутентичность.
городок, судя по всему, рыбный. Несет рыбой. Такой прям штырь стоит, как говорится. Перекусить, да? О, очень сильно, прям мощно пахнет. А, наверное, может быть, это даже сухая рыбка какая-то. Они, может, ее здесь просушивают. Может быть, здесь завод. Кстати, здесь есть заводы рыбные. Такое. А люди здесь живут. Наверное, привыкаешь ко всему. Мы, кстати, приближаемся к этому месту. По-моему, да. Не знаю, а мы хотим на пляж? Точно? Мы хотели на пляж. Да, Да, наверное, это рыбный. вот это Seafood Company. Да. Austral Group. Да, рыбные заводы, короче, здесь. Да, все в рыболовецких суднах. Можно присесть, насладиться немножко промышленным видом. О, смотрите. Ну да. Ну что, ехали мы вчера, ехали и приехали, проснулись в какой-то заднице мира. Так неуважительно. А в каком-то неуважительно таком маленьком городке в Перу. Снова бздит рыбой. Но хостел, кстати, был отличный в плане есть вода. Большая постель, чистая постель. Да, чистая постель и очень хорошие кровати. Удалось, ну как, очень хорошие. Хорошие, удалось отдохнуть великолепно. И я проснулась в прекраснейшем настроении, потому что вчера уже была такая усталость отдохнувшая. И сейчас мы двинемся, скорее всего, в Чавин. Ну, может быть, и что-нибудь передумаем, пересчитаем, посмотрим, что будет оптимальнее с точки зрения логистики. Вот. А теперь давайте. Сейчас мы идем за машиной, потому что на улицах здесь машину не оставляют. Здесь машины оставляют на специальных стоянках. Так, нужно перебегать. Давай, сюда. Вот на таких стоянках охраняемых, чтобы прийти и обнаружить эту машину. Да, я бы не хотела оставить машину здесь на улице, просто вот под открытым небом. Потому что можешь прийти от нее рожки до ножки. Завтрака, конечно, в отеле нет. Мы купили кое-какие продукты с собой. Вот наша стоит красавица Corolla Cross. Поэтому сейчас будем завтракать, скорее всего, тем, что есть. В общем, 7:30 утра, а мы в полном составе уже сидим в авто и готовы двигаться дальше. Готовы пить кофе утренний. Ой. Куда ты едешь? Куда едешь? Иди отсюда. Doble sentido. ¿Sí? ¿Двухсторонне? Это первый раз на встрече? Вот, это такая... Ты пожалуйста, куда едешь? Подожди. Бля.
Короче, с гринго здесь не церемонятся. Если ты ошибся и вылез на встречку, тебя просто расплющат. Что, гринго тоже активируется благодаря таким умникам. И перестает быть лояльным. Ну, это не гринго активируется, это... Эго гринго. Так, сейчас... Завтраком тут не пахнет в этом великолепном Да, пахнет. курортном районе. Да, сейчас идем. Вот так яички готовятся во фритюре. Просто они плавают в масле. Яйца только жареные во фритюре. Какая-то колбаска. Это похоже на лучшее заведение этого города. Мы сейчас будем есть гамбургеры с маслом в яйце. Я воздержусь, наверное. Нет, я тоже воздержусь. Мы возьмем здесь кофе. Кофе здесь хороший, черный, насыщенный, Да, крепкий. кофе Бодрящий. неплохой. Вот 4 стаканчика кофе нам обошлись Молоко далеко. 6 соли. Это сколько получается? Меньше $2. Вот Starbucks местный. Молоко у меня в рюкзаке. Жизнь в городе кипит, бурлит. Центр убирают, хлебушек продают, гамбургеры продают, народ завтракает, кто-то бежит на учебу, кто-то еще куда-то, кофе пьют. Вон там наши стоят. Сейчас попробуем. Это курочка. Ага. Кстати, это центр этого города называется Планта. Вот. Сейчас опробуем местные блюда. Да? Курочка. Это соус вкусный такой. А Ира проговорила, глядя на всю эту красоту, мимо которой мы проезжаем, и на детишек, которые бегают на улице, играют на людей, которые просто готовят еду, сидят на улице на лавках. Проговорила следующее, что и никакого тебе успешного успеха в голове, ни тебе мысли о том, какое мое предназначение, как ты еще сказала? Моя большая жизненная цель. Кто я? Просто живут эту жизнь. Просто живут эту жизнь. И я всегда отмечаю, вот, как в каждый приезд свой в Перу, я отмечаю, что люди более эмоционально проявленные, что ли, улыбаются, они могут злиться. То есть вот вся эта буря эмоций, то есть они более живые. Они более витальны, да, в них больше жизни. Ощущение жизни, проживание жизни. Да, несмотря на очень такие аскетичные условия жизни. Бедность, давай даже так скажем. Несмотря на бедность.
Не успели мы проехать полчаса, как решили остановиться. Сейчас мы будем микродозить кактусом сегодня. Да. И это остановочка техническая для того, чтобы микродознуть. Сделать фоточки, выпить. Gracias. Выпить кофейку, может быть, купить фруктов. Очень красивые фрукты, авокадо лучшие в мире. Это пепино, оно похоже на дыню, ну, чем-то похоже на дыню. Ой, арбузы в Перу тоже очень вкусные. Смотри, как звучит. Послушай, как звучит. Листо. Си. Ну, могли его взять с собой, но у нас очень мало. Ананасики висят. Такая огромная машина, как мало места. А это бананы. Вау. Кстати, как тебе пепино? Как маленькая такая Дынька. дынька, но очень-очень сочная. Да. Ага. Снова остановились на перевал, потому что где-то мы поднялись на 3 с копейками тысячи метров над уровнем моря, и уже чувствуется высота, немного закладывает уши, и такой как легкий туман и давление в голове. Поэтому мы хотим найти чай из листьев коки и мунью. Муньи — это местная горная мята. Оно очень помогает регидратации и как-то делает состояние более стабильным, таким ресурсным. Вот. Поэтому пошли искать. Мы спросили, типа, есть ли чай из муньи, мяты. Она говорит, да-да-да. И он сейчас пошла собирать. Прямо свежий. По-другому, кстати. Это немножко другая, но сгодится. Все, está bien. Gracias, мами. Сейчас отсчитываем, когда будет 4000 над уровнем моря. Ура! Мы на 4. И продолжаем подниматься выше. 4:10 уже. Вот. Высота чувствуется, разряженный такой воздух. Немного поддавливает виски, и как немножечко такое, если очень резко двигаться, то задышка возникает. Где-то на, не знаю, 4200 вышли из машины, и сразу возникла необходимость утепляться, одеваться. Очень холодно, но невероятно красиво. Вообще просто нет слов. Приехали на озеро. Здесь розовый фламинго. Вот стоят девчонки. И такие невероятно красивые виды открываются. Это уже вот горная гряда, куда мы поедем. Как, Татьяна, вам дорога? Очень красивая, но очень много колдают.
ехали долго, не спеша, кайфовали, останавливались много. Сейчас мы заселились в этот отельчик, не видно. Ну, там неплохой вид открывается на город, на Ласкаран. Ласкаран — это самая высокая точка Перу. Вон там он. Вот сидим. Сеньор Роман. Обсуждаем планы на поесть и на завтра. Вот расспросили только что у местного, он как раз организовывает туры, что посмотреть, и спросили совета, на какую из запланированных лагун сходить, на Парон или на Лагуна 69. И он четко дал совет, что типа Парон, туда можно подъехать вот, прям на машине и просто полчаса на подъем, а Лагуна 69 такая более сложная трекинговая история. Обе лагуны где-то на 4500 находятся, поэтому это уже будет достаточно высоко, и по-хорошему нужна акклиматизация. Вот, поэтому и Лагуна 69, она требует трекинга ножками 3 часа вверх, набор высоты где-то 600 метров на 4500, поэтому это более сложная история. Завтра, по идее, поедем на Парон, а послезавтра, если все хорошо, то поднимемся на Лагуну 69. Вот такие планы на жизнь. Вот такие мамиты сидят. Вот так детей носят, кстати. Вот она заматывает его в платок, садит на спину и поехали. Поехали. Вот отсюда виден кусочек Ласкарана. А это очередь за хлебом. Народ стоит, чтобы вечером купить свеженький хлеб. ¿Qué es esto? ¿Qué? Окей, gracias. Это яички готовят так. Перепелиные. А что ты хочешь купить? Листья коки. Листья коки. Это кровь дракона. Ну, у нее много. Она и заживляющая. Нужно изучать, я не помню. Вот так листья продают коки. У Иры, похоже, схватила горняшка, и мы ищем кислород. Нам хозяин отеля порекомендовал место, где он может быть, поэтому разыскиваем. Сейчас посмотрим. Нету? Gracias. Говорят, следующий, да? Тут все разобрали? Да, вроде не закончилось. Ищем баллоны. Что, нет? Ищем кислородные баллоны для Ирины. Она оставила горную болезнь, и ей прям не очень хорошо.